На шумной городской улице, среди повседневной суеты, вдруг что-то изменилось. Пожилой мужчина в синем костюме резко остановился, прислонился к стене и схватился за грудь. Лицо его исказилось от боли, дыхание стало тяжелым, и он начал медленно оседать вниз. Люди проходили мимо, кто-то оглянулся, кто-то замедлил шаг, но растерянность и страх перед ответственностью парализовали многих. Среди прохожих оказалась маленькая девочка, лет 10, в школьной форме и с рюкзаком за плечами. Увидев мужчину, она моментально бросилась к нему. С детства она привыкла видеть, как ее мама, опытный врач, оказывает помощь в самых разных ситуациях. Девочка часто слушала, как мама рассказывает про симптомы, про важность первых минут при сердечном приступе, про спокойствие и решительность. Не теряя ни секунды, девочка сняла со шеи игрушечный, но вполне работающий детский стетоскоп, подарок от мамы. Он стал для нее чем-то вроде талисмана. Девочка приложила его к груди мужчины и сосредоточилась. Конечно, она не могла поставить диагноз, но в ее голове всплывали инструкции, советы, и главное, она понимала, что медлить нельзя. Она попыталась поговорить с мужчиной, проверить его сознание, пульс, дыхание. Поддерживая его, она старалась, чтобы он оставался в сидячем положении с приподнятой головой. Один из прохожих, увидев уверенность девочки, набрал номер скорой помощи и начал объяснять ситуацию. Через несколько минут, которые казались вечностью, послышался вой сирен. Врачи выскочили из машины и взяли ситуацию в свои руки. Осмотрев мужчину, они переглянулись. Состояние было тяжелым, но стабильным. Один из фельдшеров наклонился к девочке и с уважением произнес слова благодарности. Именно ее быстрая реакция позволила выиграть драгоценные минуты. Мужчину увезли в больницу. Там ему оказали необходимую помощь. Врачи сказали, что если бы он потерял сознание до приезда скорой, все могло бы закончиться иначе. Сейчас он идет на поправку и каждый день в больнице вспоминает девочку в белой рубашке, которая оказалась рядом в самый нужный момент. На следующий день она вернулась в школу. Все было как обычно, но в ее взгляде появилась особая уверенность. Она знала, когда нужно, она может помочь. Ведь дома у нее был самый лучший учитель, мама, которая научила ее самому главному – не проходить мимо, когда кому-то плохо. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.